Honkai Impact – это игра, чей сюжет без преувеличения заставил плакать миллионы людей по всему миру. За, на первый взгляд, обычной анимешной оберткой здесь скрывается тяжелая, взрослая и глубоко трагичная история. В этом масштабном лорном разборе мы с нуля погрузимся в самое начало этого длинного пути. Вы узнаете базовые основы мироустройства Ханкая, мы разберем ключевые детали предыстории героинь и познакомимся с жестокими амбициями главного антагониста. Сразу стоит обозначить, что история Honkai Impact в первую очередь базируется на простых человеческих связях и эмоциях. А так называемый Honkai – это лишь фон для трагедий, самопожертвования и преодоления. Это не классическая сказка про избранных, спасающих мир без последствий. По своей сути, это жестокая история о взрослении и травмах, где любое сближение с другим человеком делает тебя уязвимым, а за ошибки приходится платить высокую цену. В отличие от того же Honkai Star Rail, где разработчики сейчас уж очень заигрываются с космическими масштабами, начальный Honkai Impact – это гораздо более приземленный сюжет. Он выделяется именно своим фокусом на личных конфликтах и психологии, где персонажи ломаются под давлением апокалипсиса, но все равно пытаются спасти самое дорогое. Но кроме того, история Ханкая особенно примечательна наличием Hornybox – это удобный сервис, где донат в ХСР всегда по самым выгодным ценам, куда ниже, чем в игре. Пополнение происходит по UID с моментальной доставкой на аккаунт, а главное – никаких скрытых комиссий и переплат. Все прозрачно и абсолютно безопасно. В случае чего техподдержка всегда на связи. Но не одним Ханкаем едины. На сайте множество других популярных тайтлов, от Геншина до Вувы, от быстрого пополнения Steam до подписок на разные сервисы. Под любой ваш запрос найдется лучшее решение. Ссылки на Hornybox находятся в описании под видео. Переходите. Итак, прежде чем мы перейдем к сюжету, нужно начать с самых главных основ ворлдбилдинга, чтобы у вас в голове сложилась общая картинка. Действие истории происходит на планете Земля, идентичной нашей не только по географии, но даже по истории. Тут тоже происходили мировые войны и существуют ровно те же страны. Единственное отличие заключается в этом самом Ханкае и, соответственно, во всем, что крутится вокруг него. Sci-fi технологиях, организациях, специфическом оружии и так далее. На данном этапе начала истории Ханкай – это просто стихийная сила уничтожения. Ровно как и в других играх Hoyoverse, где в Геншине есть небесный порядок и сошедшие, а в ХСР всякие эоны и пути, истинная суть Ханкая раскрывалась игрокам постепенно, на протяжении долгих 7 лет выхода основного сюжета. Но сейчас, для базового ознакомления, нам достаточно воспринимать Ханкай просто как разрушительное явление. Он проявляется в виде различных аномалий, чудовищ, катаклизмов и превращает людей в зомби. Простой пример. Внезапный выброс Ханкая может мгновенно стереть с лица Земли целый город. Однажды в средние века мир поразила чума, именуемая «черной смертью». Это тоже было проявление Ханкая. Собственно, вместе с Ханкаем существует и так называемая энергия Ханкая. Это немного разные по своей сути явления, но полностью взаимосвязанные. Если привести максимально грубый пример, это как гроза и электричество. Ханкай – это само стихийное бедствие, а энергия – это сила, которая его питает. Все работает по предельно понятным физическим законам. Чтобы что-то произошло, для этого откуда-то должна взяться энергия. И энергия Ханкая – это та самая сила, из-за которой как раз и появляются все эти катаклизмы, зомби и чудовища. Сама она проникает в мир из особого, отдельного измерения, но детали этого мы опустим. Конечно, подобно тому, как мы, люди, научились контролировать огонь и электричество во благо себе, так и в мире Ханкая часть людей способна врожденно или благодаря технологиям контролировать эту энергию. Самая главная загвоздка в том, что Ханкай развивается вместе с цивилизацией. Чем сильнее и лучше становятся человеческие технологии, тем масштабнее и разрушительнее бьет в ответ сам Ханкай. Попытки человечества победить эту заразу, научиться сосуществовать с ней или и вовсе избежать ее воздействия – это одна из главных сюжетных линий всей игры. Именно на этом будет базироваться целый ряд конфликтов между персонажами. Кто, как и какую цену готов заплатить, чтобы найти свой способ победить Ханкай. Закономерно, что человечество адаптировалось к существованию Ханкая. Возникла организация, в руках которой сосредоточена основная военная мощь, технологии и власть. Имя этой организации – Шиксал. Стоит обозначить один момент. В игре политической расстановке сил почти не уделено внимания. Оно как бы и понятно, поскольку игра вообще не про терки за власть между политиками, но краткая суть, чтобы вы понимали следующее. Как мы уже выяснили, в этом мире существуют те же самые страны, континенты и организации.
Шиксал же – это полностью автономная структура. Она не подчиняется ни единой стране, а во главе ее стоит так называемый епископ. Власть и главенство Шиксала строятся на двух вещах – это защита человечества от Ханкая и их абсолютная монополия на технологии, которая, как ни странно, выросла из религии. Дело в том, что корни Шиксала уходят еще в Средневековье. История прекрасно знает, как в XIV-XV веках церковь имела огромное значение и сосредотачивала в своих руках власть над массами. Ровно то же самое было и в мире Ханкая. Изначально Шиксал проник во многие европейские государства именно как религиозная организация, обещая протекторат и божественную силу от монстров. Вскоре лидером Шиксала стал человек по имени Отто Апокалипсис, главный антагонист всего сюжета игры. Что, в принципе, неудивительно, учитывая, какая у него фамилия. Весь лор Отто рассматривать сейчас не будем, там материала на полчаса, но вы можете глянуть старый ролик на канале с его историей. Так вот, став епископом, Отто сосредоточил в своих руках абсолютную власть и все секретные разработки. Он даже обрел технологию бессмертия, просто менял тела как перчатки. И именно под его бессмертным руководством проходили столетия. Мир развивался, религия теряла свое былое значение, и Шиксал ловко отошел от веры в сторону гражданской организации, сделав главную ставку на науку. И нужно пояснить, почему вообще государство терпит такую монополию. Обычное человеческое оружие, регулярные армии, танки, авиация против монстров Ханкая практически бесполезно. У стран, по сути, просто и нет иного выбора. Именно из-за этих технологий и монополий на защиту они вынуждены подчиняться Шиксалу. С отношениями государств все тоже предельно понятно. Отто достаточно отозвать свои войска из регионов, и любая страна останется фактически без защиты. А у самого епископа буквально своя личная армия и огромное финансирование, поэтому пойти против него войной в попытке избавиться от влияния – затея бессмысленная и обреченная на провал. И раз уж мы заговорили про личную армию Шиксала, то это женщины-солдаты, прозванные валькириями. Валькирии, по своей сути, это самое настоящее живое оружие. Для битв они используют ту самую энергию Ханкая, о которой мы говорили прежде, превращая собственные тела в сосуд. Именно это чревато тяжелыми последствиями для организма, ведь сама по себе эта энергия обладает абсолютно разрушительными свойствами. Она не только сжигает их изнутри, но и давит на сознание, порой буквально сводя с ума. По лору даже известно, что у ряда военных преступников и диктаторов из нашей реальной истории находили следы воздействия этой самой энергии. Из-за таких колоссальных перегрузок валькирии порой теряют контроль над собой, и тогда по жесткому протоколу Шиксал обязан их нейтрализовать. Да и в целом их организмы просто не выдерживают подобных условий, из-за чего срок жизни валькирий ограничен. И да, все валькирии – женщины. Сделано это, естественно, намеренно. Разработчик в начале своего пути банально продавал в гаче красивых девушек в бронеливчиках и обтягивающих костюмах. Но, по крайней мере, сценаристы придумали этому изящное лорное объяснение. Суть в том, что сопротивляемость к Ханкаю варьируется от человека к человеку. Кто-то превращается в зомби от малейшего контакта, а кто-то способен выдерживать огромные объемы энергии. Однако женский организм оказался куда устойчивее к Ханкаю, чем мужской. Объяснили это так. Причина кроется в особенностях метаболизма. Мужской организм попросту склонен к острой реакции на энергию Ханкая, и потому мужчины куда хуже приспособлены к ее воздействию. Тем не менее, мужчины в сюжете тоже есть, но они скорее исключение из правил. Итак, мы разобрались с властимущими и валькириями, но как обстоят дела с обычными людьми? Тут все предельно просто. Рядовой гражданин знать не знает, что такое Ханкай. Катастрофы намеренно скрываются правительствами стран и подаются как природные катаклизмы. Благодаря связям Шиксала с властью и масс-медиа, все это списывают на землетрясения, утечки газа, взрывы на заводах и прочие ЧП. Цель понятна – не допустить паники среди населения. При этом обычным людям известно о Шиксале как об организации. Просто для них она выглядит не как военизированная структура, а скорее как эдакая МЧС на максималках в реалиях 21 века со своими спасательными отрядами. А валькирии, в свою очередь, это те самые спасатели. За счет гуманитарных миссий, восстановления городов и помощи людям они имеют колоссальную поддержку и лояльность масс. Обычные люди их любят. И пока весь мир видит в Шиксале своих спасителей, за кулисами все обстоит иначе. Несмотря на то, что в руках Отто сосредоточена абсолютная монополия на науку и власть, политика как таковая ему вообще не интересна. У него есть своя конкретная цель, ради которой он живет уже 500 лет. Цель, которая является главным двигателем сюжета. Если говорить предельно кратко, он хочет воскресить свою возлюбленную, дав ей шанс на иную судьбу.
Отто – это такой персонаж, которого нельзя описать одной характеристикой. Он действительно по-своему заботился о ряде героев сюжета. Так или иначе защищал мир 5 столетий, развивал технологии и своим лидерством спас множество жизней, искренне намереваясь сохранить человечество. Однако, как только дело касается цели всей его жизни – воскрешения возлюбленной, любые моральные рамки полностью стираются. В ход идут военные преступления, убийства, манипуляции и жестокие эксперименты, даже над детьми. При таком абсолютно прагматичном подходе Отто неудивительно, что в основной своей массе валькирии обучаются в строгих военных учреждениях. Шиксал не делает из них бездушных роботов, у этих девушек есть свои эмоции и нормальная жизнь. Однако их воспитывают жестким осознанием долга. Защита человечества от Ханкая – это их главная миссия, ради которой они обязаны рискнуть всем. И на фоне этой суровой армейской дисциплины выделяется одно особенное место – Академия Святой Фрей на Дальнем Востоке. Тут мы вводим еще одного важного для истории персонажа – Терезу Апокалипсис. Как можно догадаться по фамилии, она приемная внучка того самого Отто. И именно этот высокий статус позволил ей воплотить свою идею в жизнь. По сути, это был эдакий семейный блат. Создание Фрей стало своеобразным подарком от епископа для своей внучки. При этом сам Отто совершенно не считал подобный подход верным. В его картине мира Шиксалу абсолютно не нужны были солдаты со свободным сознанием и лишними привязанностями. Тем не менее, создавая эту школу, Тереза исполняла давнее желание очень близкого ей человека. Они вместе хотели, чтобы девочки, прежде чем столкнуться с ужасами Ханкая и пойти на верную смерть, могли хоть немного пожить, как обычные подростки. Быть окруженными друзьями, вниманием и заботой. Тереза хотела подарить им эту простую жизнь, чтобы они понимали, что именно защищают, и могли искренне сражаться за все прекрасное в этом мире. Среди учениц Святой Фрей особенно выделяется одна девушка – Киана Каслана, главная героиня всего сюжета Ханкай Импакта. По своему характеру это типичная, веселая, слегка ленивая и беззаботная дуреха с ярко выраженным синдромом гения, которая сначала делает, а уже потом думает. Но ее беззаботность очень сильно контрастирует с ее наследием, ведь фамилия Каслана особая. Это не абы кто, а древний и уважаемый род настоящих героев, которые поколениями отдавали свои жизни в борьбе с Ханкаем. Ее отец, Зигфрид Каслана, тоже был одним из ветеранов, но в какой-то момент внезапно исчез. У самой Кианы остались лишь пробелы в памяти, и, желая отыскать папу, она отправилась в долгое путешествие по миру. Так ее в итоге и занесло в Святую Фрею. Именно здесь ее искреннее, но пока слегка наивное желание защитить мир тесно переплелось с куда более приземленной личной целью – отыскать родню. Ведь Тереза, о которой мы упоминали ранее, пообещала Киане рассказать, где находится ее отец. Но с одним условием, если та станет валькирией А-ранга. Тут стоит сделать небольшую ремарку про иерархию валькирий. Б-ранг – это, грубо говоря, обычная массовка. А-ранг – элитные бойцы, а С-ранг – буквально ходячее супероружие, и на весь Шиксал таких лишь пара человек. Так что задача перед Кианой стояла не из легких. И как раз с попыток дослужиться до этого самого А-ранга стартует сюжет первой главы игры. Обозначается простая, но критически важная миссия. Неизвестный воздушный линкор потерял управление и на полной скорости направляется прямо к густонаселенному городу. Если его не перехватить, при столкновении погибнут миллионы. Прямо на старте операции Киана умудряется разбить свой беспилотник, и эта сцена сразу дает понять, как устроена динамика ее отношений с майором Химико, ветераном Шиксала и по совместительству куратором команды. Химико лишь тяжело вздыхает и обещает прислать новый дрон, явно привыкший к подобным выходкам своей подопечной. Помимо Кианы на миссии также находится Райден Мэй, и тут можно сделать небольшое мета-отступление.
Вы наверняка знаете этот классический троп про трио главных героев, где одна гиперактивная дуреха, вторая гиперответственная и правильная, а третья обычно где-то посередине со своими странностями. Так вот, Мэй – это как раз голос разума и заботы. Киана настолько одержима ею, что буквально считает секунды с их последней встречи. Спрыгнув на палубу, она тут же забывает на изначальный боевой план и бежит искать подругу, с улыбкой заявляя по связи, что тактика позволяет ей действовать по ситуации. А когда все же находит, то с радостью бросается обниматься, попутно заявляя, что рядом с Мэй ее силы буквально возрастают во 100 крат. Добравшись до кормы корабля, где и должен был состояться сбор, девушки сталкиваются с мощным зверем Ханкая. Чтобы выжить, Мэй приходится прибегнуть к своей скрытой силе. Внутри нее живет иное самосознание, напрямую связанное с ее тяжелым прошлым, о котором мы детально поговорим чуть позже по ходу ролика. Использование этой силы сильно изматывает организм и грозит потерей контроля. Именно поэтому у самого сердца Мэй установлена специальная бомба, реагирующая на уровень энергии Ханкая. Если эта вторая личность попытается полностью захватить ее тело, у Мэй будет лишь немного времени до того, как бомба сработает. Вскоре, ловко взломав очередную запертую дверь, к команде присоединяется третья героиня – Броня Зайчик. Это крайне прагматичная девочка с притупленными эмоциями, чей главный конек – технологии и хакинг. После тяжелой стычки со временем Мэй на какое-то время теряет сознание, и Киана заботливо несет ее на руках. Когда Мэй приходит в себя и просит опустить ее на землю, Киана тут же отшучивается, мол, подруга просит об этом только потому, что боится признаться в своем набранном весе. Чуть позже по пути к капитанскому мостику Броня перехватывает управление местным мехой. Естественно, Киана вновь проявляет себя, решая, что она крутой пилот и лезет за руль. Броня, привыкшая работать строго по правилам, предупреждает, что машиной тяжело управлять, и эта идиотка ее просто развалит. И, конечно же, оказывается права. Киана сначала эффектно разваливает врагов, но затем случайно жмет на кнопку самоуничтожения, ломая меху. Киана мило бесится из-за этого, а Броня с абсолютно каменным лицом констатирует факт ее глупости. Когда команда наконец добирается до главного терминала, всплывает странная деталь. Оказывается, что пароль к управлению этим линкором – это дата рождения Кианы. Иначе говоря, кто бы ни отправил этот корабль на автопилоте, он явно намеревался сделать так, чтобы именно Киана смогла его перехватить. И это ясно дает понять, что вокруг этой, на первый взгляд, простой девочки кроется куда больше тайн, чем кажется. Но долго размышлять над этим у героев времени нет. Внезапно активируется внедренный глубоко в мозг Брони специальный биочип. Через него ее бывшая опекунша, женщина, которую Броня называет матушкой и о которой мы поговорим чуть дальше, способна отдавать абсолютные приказы. Эта технология полностью подавляет волю девочки, превращая ее в послушную марионетку. И прямо сейчас эта самая матушка берет Броню под жесткий контроль, приказывая уничтожить подруг, лишь бы корабль не достался Шексалу. Киане и Мэй приходится вступить в бой с Броней, стараясь ни в коем случае ее не покалечить. В итоге им удается выбить ее из-под контроля, привести в чувство и перехватить управление судном. Катастрофа предотвращена, и измотанная троица благополучно возвращается домой, в Академию Святой Фрей. Здесь героинь ждет небольшая передышка, обычная школьная рутина, тренировки и подготовка к экзаменам. Но перед тем, как идти дальше, стоит прояснить важный момент. К этому времени девушки знакомы уже чуть более 2 лет. Со стороны, если не знать лор, их привязанность друг к другу может выглядеть взявшейся из ниоткуда, но в действительности ей есть логическое объяснение. Она базируется на 2 вещах. На одном особом инциденте из прошлого, а также на всем том времени, что они провели вместе. Ведь троица жила под одной крышей, ела одну еду, вместе училась и выполняла самые разные миссии. Эта связь подробно показывалась в ряде манг. Так, например, Киана однажды спасла Мэй от похищения. Броня как-то раз мило поддалась Мэй, чтобы та смогла победить ее в видеоиграх, а Киана и вовсе успела спасти целый город от уничтожения. Конечно, пересказывать все эти сюжеты из сторонних материалов мы тут не будем, это слишком долго и душно. Но хочется, чтобы вы уловили суть их отношений и поняли, что персонажи друг для друга в рамках истории вообще ни разу не чужие люди. За 2 года они действительно стали друг для друга какой-никакой семьей. И эта близость отлично видна в текущих бытовых событиях игры. Броня, вместо того, чтобы восстанавливаться в лазарете после недавнего инцидента с чипом, просто взламывает медицинскую базу данных, сама утверждает свою выписку и идет в библиотеку рубиться с Кианой в видеоигры. Мэй же включает режим заботливой мамочки, готовит обеды, ловит Киану на краже ингредиентов и постоянно заставляет ее учиться.
Только вот с учебой у Кианы все сложно. Она терпеть ее не может и отчаянно пытается увильнуть от грядущих экзаменов, а на занятиях майора Химико и вовсе благополучно спит на парте. И пока Киана видит 10-й сон, Химико у доски объясняет ученицам два предельно важных термина лора Ханкай импакта. Первый термин – это выброс Ханкая. Когда концентрация разрушительной энергии в одной точке достигает критического максимума, происходит гигантский всплеск, уничтожающий все живое на огромной территории. Второй термин – это Хершер. В эпицентре такого выброса энергия Ханкая может найти для себя идеальный человеческий сосуд, превратив его в этого самого Хершера. Он, в свою очередь, обретает колоссальную силу, способность повелевать физическими законами и по своей сути является живым аватаром апокалипсиса. У каждого Хершера есть своя уникальная власть над ветром, огнем или чем-нибудь еще. И забегая вперед, именно они являются главной визитной карточкой всего Ханкая. Когда занятие заканчивается, выведенная из себя Химико будет нерадивую ученицу. Понимая, что по теории Киана полный ноль, она поручает подтянуть ее на практике старости класса Фухуа. По физухе Киана невероятно хороша. Классическая «сила есть, ума не надо». Но вот учиться она словно принципиально не желает. На совместной тренировке Фухуа без труда демонстрирует пугающий уровень своих боевых навыков. Вполне возможно, что за образом этой строгой, прилежной отличницы скрывается нечто гораздо большее. Но пока Киана отдувается на полигоне за свой сон наяву, давайте вернемся к сути лекции Химико о выбросах Ханкая. Ведь именно такую катастрофу, третий выброс, наши героини пережили 2 года тому назад. Этот инцидент напрямую связан с прошлым Мэй и стал поворотной точкой в жизни всей троицы. На канале уже есть отдельный большой разбор предыстории трио, так что за всеми подробными деталями можете заглянуть чуть что туда. Но дабы текущий сюжет и поступки героинь имели смысл, нам нужно кратко освежить в памяти базу. Начнем с Мэй. В старших классах она слыла настоящей принцессой, красивой, утонченной и образованной наследницей богатой компании. Однако подобное отношение окружающих длилось лишь до тех пор, пока у семьи Райден не грянула беда. Неожиданно ее отца подставили, обвинили в финансовых махинациях и отправили в тюрьму, а саму корпорацию безжалостно отобрали. Мэй получила клеймо дочери преступника, подверглась жестокой травле и постепенно погружалась во мрак изоляции. И вот пока она утопала в отчаянии, в ее школе появилась другая одиночка. Та самая Киана, которая всю жизнь скиталась по миру в поисках отца. Ей было абсолютно плевать на слухи, ибо она увидела в Мэй человека. Киана стала для нее надежной стеной, защищая от травли и жестокости, и постепенно между ними завязалась искренняя дружба. Мэй даже училась для нее готовить, постепенно осознавая, что еда – это не просто способ утолить голод, но и проявление заботы. Однако эта школьная идиллия длилась недолго, потому что грянул тот самый третий выброс Ханкая. Эта катастрофа не была случайностью. Ее искусственно спровоцировала та самая матушка, которая ранее контролировала броню через биочип на воздушном корабле. Зовут ее Коколия. Именно она целенаправленно устроила этот выброс, чтобы ради своих личных целей пробудить Райден Мэй в качестве Хершера. На деле там все обстоит немного сложнее, но глобальная суть происходящего именно такова. В итоге цена этого эксперимента оказалась чудовищной. 3 миллиона погибших и толпы жителей, превратившихся в зомби. А когда Мэй пробудилась, иное самосознание, личность Хершера Грома, обрела контроль над ее телом. Все вокруг нее либо погибали, либо превращались в чудовищ. Все, кроме Кианы, которая обладала врожденной сопротивляемостью к Ханкаю. Киана вступила в бой с Хершером и отчаянно намеревалась спасти подругу, крича, что обязательно это сделает. И так вышло, что Хершер спроецировал эти слова на саму себя. Кроме того, личные воспоминания Мэй, ее тоска и огромная любовь к Киане перенеслись на Хершера, ведь она владела памятью своего сосуда. Именно поэтому, хоть сущность и могла убить Киану множество раз, она этого не сделала и сама привязалась к ней, отмечая, что Киана тогда была для нее единственным человеком, с которым она могла поговорить. Так что на Киану запала не только Мэй, но и личность Хершера внутри нее, которая, к слову, ведет себя как типичная цундера. Делает вид, что ей все равно, но в критических ситуациях порой даже помогает девочкам в бою с врагами. В итоге контроль над телом вернулся к Мэй, а сущность осталась лишь тихо наблюдать изнутри, что приносило ей радость. Но осознание масштабов трагедии оказалось для Мэй невыносимым. Раздавленная колоссальным чувством вины за миллионы разрушенных жизней, она попыталась свести счеты с жизнью, шагнув с крыши. И именно в эту роковую секунду Киана бросилась за ней.
Она схватила подругу за руку и вновь спасла ее. Как когда-то от травли в школе, так и теперь от самоубийства, подарив веру в то, что ее жизнь еще не окончена. А теперь переходим к Броне, поскольку она тоже играет важную роль во всем этом. Своего отца, полковника русской армии, она так и не увидела. Пытаясь обеспечить семье лучшую жизнь, он торговал оружием на черном рынке, но погиб в хаосе разрушений во время так называемого «второго выброса». А тяжело больная мать умерла вскоре после родов. Оставшись сиротой, Броня выживала в суровых реалиях. Переняв навыки у местной банды и своего дяди, она стала профессиональной наемницей. Позже, по стечению обстоятельств, ее приютила та самая Коколия, которая подарила девочке настоящую материнскую заботу, окружила ее теплом и научила тому, что значит быть кому-то нужной. Однако дети в приюте Коколии были необычными, и некоторые из них порой выполняли ее миссии. И вот как раз изначально Броня по приказу своей матушки должна была захватить Мэй, уже пробужденную как Хершера Грома, прямо во время катастрофы. Тут, конечно, можно задаться кучей логических вопросов. Например, как вообще Броня намеревалась победить Хершера? Почему Коколия не послала свои особые ресурсы и так далее? Но давайте сделаем скидку на то, что это самый начальный лор игры. В итоге Броня встретилась с Кианой и Мэй. Познакомившись с девочками, хладнокровная наемница прониклась их теплотой и родством судеб. Отринув приказы, она встала на сторону новых подруг, и они втроем начали выживать в разрушенном городе, отбиваясь от зомби и монстров Ханкая. И именно тут в их жизнях появилась Мурата Химико. Очевидно, что на третий выброс отреагировал Шиксал, и как раз ее отряд был послан на место катастрофы. После череды событий Химико взяла эту изломанную троицу под свою личную опеку, после чего девушки и поступили в Академию Святой Фрей. А чтобы предотвратить новую катастрофу и из-за боязни потерять контроль, Мэй добровольно согласилась носить ту самую бомбу у сердца, о которой мы говорили ранее. Взамен Химико пообещала научить ее сражаться и контролировать свои разрушительные силы. Как итог, именно третий выброс стал тем самым переломным моментом, который навсегда связал судьбы этих трех абсолютно разных девушек общей болью и общей целью. Ну а уже затем последуют те самые 2 года их совместного быта и выполнения миссий. Итак, мы выяснили огромный пласт информации. Предысторию Мэй, Брони и третий выброс – главную переломную точку, с которой все фактически началось. Но что же касается виновницы? Кто вообще такая эта Коколия, матушка Брони, и откуда у нее ресурсы устраивать подобные катастрофы? Дело в том, что в мире существует вторая могущественная организация – антиэнтропия. Это базирующаяся в Америке структура, являющаяся прямым противовесом Шиксалу. В отличие от УТО, который делает ставку на Валькирий, антиэнтропия идеологически отказывается использовать людей как оружие, полагаясь в боях исключительно на роботов и мехов. Изначально антиэнтропия была просто североамериканским филиалом Шиксала, но в середине 20 века они подняли бунт и откололись. Лидеры филиала прекрасно понимали истинное гнилое нутро Отто-апокалипсиса. Тот, боясь потерять влияние и монополию, саботировал важный эксперимент с новой технологией. Убил отца нынешнего лидера антиэнтропии, Вельта Янга, отлично известного игрокам Старрейла, и даже направил Ханкай-ракеты на Нью-Йорк, который герои чудом сумели спасти. Коколия же – это видный представитель антиэнтропии и лидер ее радикального крыла. Она не гнушается действовать самыми грязными и бесчеловечными методами. Именно она вживила тот самый биочип в мозг Брони. И более того, именно Коколия подставила отца Мэй, который тоже состоял в антиэнтропии, но выступал за мир. Коколия сфабриковала против него обвинения, подмяла под себя его корпорацию и обрела дополнительные ресурсы. Фактически, именно она полностью разрушила жизнь Мэй своими действиями. Но почему ей вообще позволяют так буянить? Где настоящий лидер организации Вельт Янг? Все просто. Прямо сейчас Вельт находится на важной миссии в другом измерении. Именно этим вакуумом власти Коколия и пользуется в своих целях. И забегая немного вперед, именно поэтому Вельт не сможет прийти на помощь в событиях этой арки, в отличие от его коллег. Но пока где-то там за кулисами плетутся глобальные интриги, наши героини даже не подозревают о масштабах нависшей угрозы и пытаются все так же ввести обычную студенческую жизнь. В самой игре сюжет этих дней подается очень рвано. Унылые тесты и финальный экзамен, который Киана в итоге успешно сдает, постоянно перемешиваются раз за разом непонятными кошмарами. Чтобы не ломать темп повествования, мы пропустим эту лишнюю филлерную школьную беготню и соберем размазанный психологический триллер в один цельный фрагмент. Суть в том, что колоссальная энергия двигателя того самого корабля из первой миссии послужила триггером,
и пробудила нечто глубоко в сознании Кианы. Каждую ночь во снах она оказывается в пугающих искаженных пространствах. Ее преследует издевательский таинственный голос, который методично давит на самые больные точки. Неизвестная сущность принимает облик Мэй, называя Киану жалкой обузой, из-за которой все подвергаются опасности. Затем надевает лица Терезы и Химико, безжалостно внушая, что ее мать, Сесилия Шириак, погибла 16 лет назад именно из-за ее рождения. Якобы она была слишком ослаблена после родов и поэтому не справилась с врагом, а родной отец возненавидел Киану за потерю жены и просто бросил. Голос убеждает девушку, что вся ее жизнь – сплошная ложь. В финальном кошмаре голос раскрывает, что сражался с Валькирией С-ранга 16 лет назад, как раз тогда, когда погибла мама Кианы. Девушка складывает 2 и 2, понимая, что перед ней второй Хершер. Она пробудилась в 2000 году, и именно в битве с ней пала Сесилия Шириак. Но ответов это не добавляет. Киана совершенно не понимает, почему Хершер находится в ее сознании, если она должна была погибнуть многие годы назад. Следом во сне девушка видит пугающие лаборатории и ряды инкубаторов с клонами, с которыми ей приходится сражаться, а также натыкается на досье о некой K423. В самом конце кошмара Киана вступает в бой против Хершера, но та лишь язвительно бросает, что девчонке никогда от нее не сбежать, ведь они обе по своей сути одно целое и абсолютно неотделимы друг от друга. Киана просыпается в окружении своих друзей, вместе с ней находится и таинственная агент Шиксала, прибывшая ранее якобы просто пронаблюдать за экзаменом. Наблюдая за очнувшейся девушкой, агент холодно отмечает в своих мыслях, что объект K423 сделал значительный прогресс, и великий план Отто Апокалипсиса очень скоро сможет перейти в следующую фазу. Но пока мы перевариваем эту интригу со снами Кианы, сюжет игры не стоит на месте. Следующая миссия героев – отправиться в Новую Зеландию. Там совсем недавно случилась вспышка Ханкая. Местное океаническое отделение Шиксала вышло из строя, и задача Валькирии – отыскать ядро Хершера Ветра. И вот тут появляется новый термин. Прежде мы уже узнали, кто такие Хершеры, но про их ядра оставили за скобками. Что такое ядро Хершера, в целом понятно из самого названия. По своей сути, это источник их силы и власти, кристаллизованный сгусток огромного количества энергии Ханкая. При пробуждении Хершера внутри его тела как раз и формируется это самое ядро. Используя сканеры, герои все-таки обнаруживают источник энергии, только вот находится он не в каком-нибудь кратере, а прямо внутри человека. Шиксал провел жестокий эксперимент. Они пересадили ядро прямо в ногу девушки по имени Венди. Цель была попытаться скрестить человека с источником силы, чтобы тот получил способности Хершера. Так Венди фактически и стала 4-м Хершером, Хершером Ветра. В свое время Венди была лучшей валькирией Океании и потенциально могла получить высший S-ранг. Но эта пересадка перевернула ее жизнь с ног на голову. Ей не удалось обуздать чудовищную энергию. Она потеряла контроль над собственными ногами и навсегда оказалась прикована к инвалидной коляске. Все ее мечты о защите мира были разбиты. Фактически Шиксал превратил ее в живого мертвеца, чья единственная задача – выступать сосудом и сдерживать внутри себя нестабильное ядро. Вообще практика подобных пересадок ядер не нова. Например, тот самый Вельт Янг, которого мы вспоминали ранее, он тоже Хершер, перенявший ядро от своего предшественника. Но если Вельт поначалу хоть и страдал от диких болей и кошмаров, но все же сумел адаптироваться, то Венди ядро сломило окончательно, навсегда лишив ее возможности ходить. Девушки решают доставить Венди к воздушному кораблю, а Броня даже использует своего особого робота, чтобы та могла полетать. Между ними моментально образовывается своего рода эмоциональная связь. Ведь Броня в прошлом тоже пережила трагичный эксперимент и потеряла способность ходить. Теперь для передвижения ей нужен экзоскелет. Поэтому она, как такая же травмированная девочка, прекрасно понимает боль Венди. По доброте душевной Броня даже дает ей ложную надежду. Она говорит, что экзоскелет может помочь ей снова ходить, а когда они вернутся во Фрейю, ядро и вовсе вытащат. Броня действительно делает запрос Химико на извлечение ядра, но та, очевидно, отвечает отказом. Тело Венди необходимо для его подавления и стабилизации. Для самой Венди ситуация двоякая. С одной стороны, она валькирия Шиксала, поклявшаяся защищать мир ради лучшего будущего, ее личная жертва – это почти ничто в масштабах планеты. Но глубоко внутри она проклинает судьбу за то, как с ней обошлись. Добавляем сюда и сам факт влияния ядра. Помните, в начале ролика мы уже выяснили, что энергия Ханкая разрушительна и давит на разум. А у Венди внутри находится огромный концентрат этой энергии,
При этом сама она и так съедаема негативными эмоциями. Так что, когда приходит пора подниматься на корабль, Венди окончательно слетает с катушек. В крике о том, как она всех ненавидит, она пробуждает силу ядра. Венди улетает, но девочки решают броситься в погоню. Они верят, что влияние Ханкая можно преодолеть, нужно лишь помочь. В конце концов, Мэй тоже Хершер, но сохраняет рассудок. И в итоге они все же нагоняют Венди. Сама она сражаться совершенно не хочет, ведь к Броне успела искренне привязаться. Броня решает поговорить с ней. Она просит Венди не сдаваться и вспоминает свое собственное тяжелое прошлое, отмечая, что, несмотря ни на что, она все равно находит в себе силы бороться дальше и не опускает руки. Венди прислушивается к этим словам и уже готова пойти с ними, но не тут-то было. На связь внезапно выходит все та же Коколия. Снова используя биочип в мозгу Брони, она отдает прямой приказ высшего приоритета – захватить 4-го Хершера. Для Венди это выглядит так, словно Броня ее намеренно обманула и заманила в ловушку. Девушка вновь выходит из себя, а в сражение вскоре вмешиваются прибывшие мехи Коколии. Ослабленную Венди повергают, а Броню чип заставляет напасть еще и на Мэй, ведь та 3-й Хершер, а значит тоже ценный материал. Войска Коколии забирают пленниц и спешно отступают. Теперь Киане, Терезе и Химико нужно спасать подруг. Благодаря информаторам они находят базу Коколии и отправляются туда втроем. Вскоре с ними на связь выходит Броня и предлагает прямой проход. Девушки прекрасно понимают, что это стопроцентная ловушка, но выбора у них нет. Они проникают внутрь и добираются до самого центра комплекса, где Киана сталкивается лицом к лицу с Броней. Однако Броня ценит жизнь Мэй больше своей собственной. Та была к ней добра и проявила заботу, поэтому наемница отказывается подчиняться приказам своей матушки. Чтобы обойти программный запрет Коколии и не навредить подругам, Броня принимает радикальное решение и выжигает тот самый биочип у себя в мозгу, фактически чуть ли не убив саму себя. Девочка падает в глухую кому, но благодаря этому Мэй удается спасти. Потеряв Мэй, Коколия демонстрирует всю степень своего безумия. Она решает ускорить эксперимент с Венди и все-таки успевает извлечь ядро Хершера Ветра, что окончательно убивает искалеченную Валькирию. Но перед самой смертью Венди успела проститься с Терезой, которая когда-то была ее наставницей, и попросила передать Броне свои последние слова. Позже Коколия с извращенной гордостью включает команде эту аудиозапись, заявляя, что Валькирии должны быть ей благодарны за возможность услышать столь сентиментальные прощания. В своем последнем послании Венди говорит, что все поняла. Броня действовала под чужим контролем и потому искренне ее прощает. В конце концов, герой сталкивается с особой мехой, в которую Коколия решила внедрить ядро Хершера. Валькириям кое-как удается победить машину, и команде чудом удается вытащить Мэй и бесчувственное тело Брони, после чего они спешно отступают. И важно прояснить одну деталь, чтобы не было логической дыры. Валькириям удалось сбежать, но само ядро все так же оставалось внутри мехи. Естественно, времени копаться в груди металла и забирать ядро Хершера у отряда не было, так что оно все еще осталось в руках Коколии, и в дальнейших сюжетах игры этот факт обязательно сыграет свою роль. После этих событий Броня так и не пришла в себя. Выжженный чип нанес непоправимый урон. Лучшие медики Святой Фрей лишь разводили руками. Тереза, отчаянно желая спасти девочку, решает спуститься в закрытые архивы глубоко под школой, надеясь найти там старые данные по биотехнологиям Шиксала. Единственная незасекреченная запись в этой базе данных оказалась связана с величайшей трагедией прошлого, так называемым вторым выбросом. Тереза погружается в виртуальное пространство архива, но не замечает, как за ней увязывается незваный гость – Киана. Чтобы вы не запутались в том, что Киана увидит в этой симуляции, нам нужно дать немного контекста. Что вообще такое второй выброс? Ранее он уже вскользь упоминался во фрагменте с ночными кошмарами Кианы. Это величайшая катастрофа современности, случившаяся в 2000 году, ровно за 16 лет до начала событий игры. Тогда в заснеженной Сибири пробудился второй Хершер – Хершер пустоты, оставив после себя выжженные пустоши и миллионы жертв по всей Евразии. Именно в эту заснеженную симуляцию 2000 года и проваливается Киана. Там она сперва натыкается на виртуальную копию молодой Терезы, а затем они вместе находят отца Кианы – Зигфрида. И первое, что делает девушка при встрече с отцом, сходу отвешивает ему оплеуху за то, что тот оставил ее много лет назад. Находясь в симуляции, Киана довольно быстро осознает, куда именно она попала. Перед ней разворачиваются события того самого второго выброса, в котором погибла ее мать Сесилия Шаряк.
База данных буквально воссоздает события той ужасной катастрофы. Свою маму Киана никогда не знала. В глубине души она всегда отчаянно желала ощутить эту незримую связь, почувствовать родительское тепло или хотя бы просто услышать ее голос. Поэтому, когда на связь вдруг выходит сама Сесилия, Киана буквально вздрагивает, захлебываясь от бури смешанных эмоций. Девушке абсолютно плевать, что все вокруг лишь виртуальная иллюзия и сухие исторические данные из архива. Она принимает твердое решение, во что бы то ни стало, спасти ее. Она просто не может позволить маме умереть снова, желая хотя бы здесь, в этой симуляции, побыть с ней рядом. И вскоре происходит то, о чем Киана мечтала всю свою жизнь. Во время нападения монстров она наконец-то встречает Сесилию, свою маму. Они вместе сражаются, общаются, проводят время. Девочка, которая всю жизнь скиталась в одиночестве, наконец получает ту самую безусловную материнскую любовь. Сесилия ласково обнимает ее, и Киана, кажется, навсегда забывает, что это симуляция, полностью отдавшись долгожданному моменту. Вместе с Сесилией они проникают в самое сердце катастрофы – исследовательский комплекс Шиксала, башню Вавилона. Там Киана находит старые записи и дневник одной девочки, того самого второго Хершера, из-за которого и начался катаклизм. Башня Вавилона была не просто лабораторией, в этом месте проводили жестокие эксперименты над детьми. Девочку, ставшую Хершером пустоты, звали Сирен. Она была сиротой. Как и многие другие дети, потерявшие родных в бедствиях, она попала в приют Шиксала. Организация дала им еду и кров, а взамен попросила лишь проходить простые проверки. Взрослые улыбались и говорили, что эти дети – счастливчики с редкими антителами против Ханкая. На деле же их ждали пытки, бесконечные эксперименты и смерть. Они были всего лишь расходным материалом с серийными номерами ради будущего человечества и валькирий. Сирен ненавидела Шиксала и всей душой желала отомстить человечеству. Валькирии носили гордые названия и высокотехнологичное оружие, созданные на страданиях таких же детей, как она. Эта боль, отчаяние и всепоглощающая жажда мести своим мучителям в итоге и породили второго Хершера. Так и возвысилась Сирен, Хершер пустоты. Чтобы остановить этот апокалипсис, Шиксалу и антиэнтропии пришлось бросить в бой все свои силы. Против Сирен сражались и лидер антиэнтропии Вельт Янг, и отец Кианы Зигфрид, и множество других героев, многие из которых в итоге погибли. В конце концов, Сирен даже умудрилась добраться до Луны, где встретила некую таинственную сущность. В сюжете ее называют «волей Ханкая». Это существо приняло ее облик, и Сирен, приняв его за бога Хершеров, умоляла даровать ей еще большую силу, чтобы уничтожить человечество. Так девочка получила 4 дополнительных ядра Хершера, обретя власть над еще 4 разрушительными стихиями. О том же, что это за воля Ханкая такая и что за божество скрывается на Луне, игра раскроет практически в самом конце своей истории. В ходе битвы Сирен завладела особым артефактом и утянула Зигфрида и Сесилию в созданный ею иллюзорный мир.
В нем Сесилия ощутила всю глубину боли, одиночества и горя, терзавших Сирен. Она решила пусть даже на мгновение стать для нее матерью, попытавшись хоть на миг восполнить то, что девочка утратила. В дальнейшем сражении ядро пустоты вышло из-под контроля, а сама Сирен оказалась при смерти. Сесилия пожертвовала собой, чтобы спасти невинных людей от заражения энергией Ханкая. И именно тогда Отто Апокалипсис отдал приказ запустить ядерные ракеты, чтобы гарантированно уничтожить второго Хершера, похоронив всю правду под выжженным снежным полем. Но прежде чем ракеты достигли цели, Сесилия совершила, вероятно, самый важный выбор в своей жизни. Она осталась с Сирен до самой смерти. Она обнимала ее и делала все, чтобы девочка, чья судьба была жестоко сломлена, не чувствовала себя одинокой в свои последние мгновения. 私は死んだの？何も感じない。感じるのは寒さだけ。最後まで私は一人ぼっち。お母さん、寒いよ。お母さん。大丈夫、シーリン。もう大丈夫よ、シーリン。かわいそうな子。私はあなたを騙そうなんて一度も思ってないわ。元凶の中であなたの孤独と苦しみを見せてもらった。私は本当にあなたのお母さんになりたい。あなたの失ったものをもう一度与えてあげたいと思った。でもあの時、私は何も変えられなかった。少なくともあなたの人生の最後にこのぬくもりをあなたにあげたいわ、シーリン。イディベディ。Своим поступком Сесилия подарила замученному ребенку ту самую материнскую нежность, которой Сирен была лишена всю жизнь. Умирая, в глубине души девочка желала лишь одного – второго шанса – жить обычной жизнью, быть окруженной теплом и стать ее дочерью. Ну а теперь, зная историю второго выброса и трагедию Сирен, возвращаемся к Киане в симуляцию. Слишком вдаваться в подробности мы не будем, но, как и говорилось прежде, от долгожданного взаимодействия с мамой Киана окончательно потеряла бдительность и растворилась в иллюзии, ставя главной целью ее спасение. Изначально ей это не удается, и Сесилия погибает от рук второго Хершера. Но затем словно кто-то перематывает время и дает Киане второй шанс. Вместе с Сесилией она вступает в бой с Сирен и побеждает. Девушка спасает маму, история вроде бы заканчивается хэппи-эндом, а Сесилия ласково обнимает дочь, гладит ее по голове и с теплотой хвалит, называя умницей. Вскоре в этом пространстве появляется настоящая, удивленная Тереза, которая замирает в ужасе от увиденного. Киана радостно утверждает, что спасла маму, и Тереза немного опоздала. Но за спиной Кианы никого нет. Именно в этот момент из тени выходит Фухуа, та самая идеальная староста. В действительности она оказывается личным агентом Отто. Хуа раскрывает правду. На деле все произошедшее вовсе не было исторической симуляцией из базы данных. Это была жесточайшая ментальная ловушка. С самого момента входа в архив Киана не сдвинулась ни на шаг. Она находилась в трансе, глубоко погруженная в иллюзию. Лично Сирен, спавшая глубоко внутри Кианы, использовала ее уязвимость и соткала идеальную ловушку из ее глубочайших желаний и травм. Она дала ей шанс обрести счастье, материнское тепло и оказаться в объятиях Сесилии, чтобы затем в одночасье вырвать все это с корнем, окончательно сломав рассудок девочки. Все ее знакомство с Сесилией, их общение и мнимое спасение были просто жестокой ложью. Осознав это, Киана ломается и буквально сходит с ума. Хершер пустоты добивается своего, окончательно пробивая брешь в ментальной броне своего сосуда и начинает вырываться на свободу. Фухуа хладнокровно нейтрализует обезумевшую Киану, чтобы доставить ее прямиком к епископу. А вот теперь пришла пора полностью раскрыть, кто эта Киана на самом деле.
Она вовсе не настоящая дочь Зигфрида и Сесилии, а искусственный клон под кодовым именем K423. Именно после второго выброса планы Отто Апокалипсиса наконец обрели ясную форму. Он во что бы то ни стало возжелал заполучить силу Хершера Пустоты. Так начался проект Сирен – воссоздание генетического клона, пригодного для интеграции ядра пустоты. Отто потратил несколько лет, стремясь создать идеальный сосуд. Спустя множество неудачных попыток он объединил гены настоящей Кианы Касланы с генами Сирен и поместил ядро пустоты прямо в растущего клона. И на этот раз ему улыбнулась удача. Ядро Хершера сохранило в себе чувства, эмоции и воспоминания Сирен, как ее ярость к человечеству, так и любовь к Сесилии, которая осталась обнимать ее до самого конца. Сирен желала второго шанса – жить как обычная девушка, окруженная теплом семьи и друзей. Она мечтала о материнской заботе, о голосе Сесилии и ее нежных объятиях. Все эти молитвы запечатлелись в ядре и пережили время, чтобы передать последние надежды Сирен в новую жизнь. K423 стал этим самым шансом. Так в одном теле оказались заперты два самосознания, две стороны одной медали по имени Сирен. Одна – это K423, шанс на любовь, свет и надежда, а другая – это Хершер Пустоты, воплощение всей злобы и ненависти Сирен к человечеству. Узнав о проекте сосуда, настоящий Зигфрид Каслана при поддержке антиэнтропии сумел выкрасть K423 из лаборатории Шексала, однако в ходе операции трагически утратил свою родную, настоящую дочь. Потрясенный невосполнимой потерей, Зигфрид укрылся вместе с клоном в сибирской глуши, заглушая боль алкоголем. K423 изо всех сил пыталась помочь своему отцу. Она запоминала все, что Зигфрид рассказывал о мире, истории рода Каслана и его легендах. Он относился к ней почти как к настоящей дочери, но девочке не хватало главного – имени, означающего признание ее человеческой сущности. Роковой день настал, когда на их хижину напали монстры Ханкая. Зигфрид был тяжело ранен, и K423, забыв про страх, бросилась его защищать. Тронутый ее самоотверженностью, Зигфрид именно в тот день подарил ей имя Киана, окончательно признав своей дочерью. Однако счастье было недолгим. Шексал выследил их. Когда отряд Валькирии напал на хижину, под угрозой смерти в девочке впервые пробудился Хершер Пустоты. Она убила Валькирий, а затем лишила руки Зигфрида, который кое-как сумел ее остановить. Мужчина осознал страшную правду. Само его присутствие рядом является триггером для повторного пробуждения монстра в теле его дочери. Чтобы защитить Киану и весь мир, он принял тяжелейшее решение покинуть ее, оставив в одиночестве и наблюдая за ее судьбой лишь из тени. Сама же Киана ничего из этого не запомнила. Очнувшись, она отправилась в многолетнее путешествие искать отца, пока не нашла Мэй, Броню, Химико и всех тех, кто стал для нее настоящей семьей в стенах Академии Святой Фреи. Любовь, которую она обрела, и связи, что она создала, заставили ее полюбить этот мир. Но Отто Апокалипсис уже давно прекрасно знал, где находится его подопытная. Он намеренно позволил K423 поступить в Академию и холодно наблюдал, как Киана ступает по пути, который он для нее уготовил. Отто знал, как только она поверит, что больше никогда не останется одна, он сможет приступить к финальной стадии своего плана. Епископ выжидал момента, когда Хершер Пустоты внутри девочки проявит себя, и сейчас план Отто переходит в решающую фазу. Тереза дает команду сообщить Химику о случившемся. Их следующая цель – штаб Шексала. Тереза дает обещание, что во что бы то ни стало вернет Киану домой. Hawkeyeエネルギーの注入を続けろ。これっぽっちの量じゃ彼女を呼び覚ますことはできないよ。久しぶりだね。おかえり K423。我が元に戻れ。我が眷属たちよ。おや、女王様を守りに来たのかい？全領域防衛衛星起動。全バルキリー部隊一級作戦準備。さあ、世界の変革を迎える準備を整えろ。
Воздушный линкор, на котором находится Тереза и ее отряд, на всех парах мчит прямо к главному штабу Шексала. По пути на связь выходит сам Отто. Снисходительным тоном он предлагает своей дорогой внучке развернуться и отправиться домой, обещая закрыть глаза на этот нелепый подростковый бунт. Тереза наотрез отказывается, заявляя, что больше не намерена слепо ему подчиняться. Корабль пробивает внешний защитный барьер и врывается в воздушное пространство штаба. Там героев уже поджидают целые полчища зверей Ханкая. Их словно магнитом тянет колоссальной энергии пробуждающегося Хершера пустоты. Валькириям приходится сходу вступать в жесткий бой. И тут, когда силы кажутся неравными, прибывает массированное подкрепление. И не от кого-нибудь, а от антиэнтропии. Тереза не зря заранее передала им координаты штаба. Дело в том, что в одной из манг лидеры АЭ уже тайно врывались к ней для разговора, и по сути с тех самых пор у директрисы оставался с ними скрытый канал связи. В бой вступают огромные отряды мехов под руководством двух гениальных ученых из антиэнтропии – Теслы и Эйнштейн. Их мотив прост. План Отто – это абсолютное безумие. Игры с Хершером пустоты грозят миру новым, неконтролируемым выбросом Ханкая, и допустить этого никак нельзя. Пока мехи и валькирии сдерживают основную массу врагов, главной команде нужно выяснить, где именно прячут Киану, и прорваться к ней. Героям удается с боем прорваться в главную комнату управления. Тесла тут же принимается за взлом внутренних барьеров, чтобы дать отряду хоть немного перевести дух. Но эта передышка дается нелегко. Как мы и говорили в самом начале, валькирии расплачиваются за свою силу коротким сроком жизни. Тело Химико, годами разрушаемое облучением Ханкая, находится на абсолютном пределе. Времени у нее почти не осталось. Понимая всю критичность ситуации, Мэй обращается к Химико с пугающей просьбой – деактивировать ту самую бомбу-ограничитель у ее сердца. Когда-то давно Киана бросилась в эпицентр катастрофы, чтобы спасти Мэй. Теперь же Мэй готова добровольно впустить эту тьму в себя, обратившись к силе третьего Хершера, чтобы спасти лучшую подругу. Что же касается Брони, то медикам все же удалось провести операцию. Девочка наконец вышла из комы, но ее организм все еще слишком истощен, чтобы участвовать в бою. Пока она набирается сил в медицинском отсеке, вся тяжесть спасательной миссии ложится на плечи ее товарищей. Тем временем Тесла наконец взламывает базу и находит подсказку. Киану явно перевели в особые лаборатории. Проблема в том, что они окружены еще одним слоем мощного защитного барьера, а времени мало. Чтобы его снять, нужно физически отключить один из генераторов. Химико вызывается добровольцем на эту смертельно опасную миссию, куда явно вот-вот стянется подкрепление врага. Но не тут-то было. Тесла решает пойти с ней, сославшись на то, что отправит мехов в бой, а ими ведь кому-то нужно управлять. На самом же деле истинная причина в другом. Тесла поняла, что Химико уже готовится совершить фактический суицид. Она вызвалась на миссию в одиночку намеренно. Отведенный ей срок жизни стремительно подходит к концу, и если ничего не предпринять, она все равно скоро погибнет. Саму же Теслу нереально бесит подобные герои, готовые пожертвовать собой. Она прекрасно прочитала намерения Химико, тем более, что одного подобного дурака она знает очень хорошо. На пути к генератору она ожидаемо сталкивается с сопротивлением. Путь им преграждает Фухуа. И именно в диалоге с ней раскрывается, что Тереза с Химико давно знали. Их ученица не настоящая Киана, а просто клон. Но разве это запрещает ей быть счастливой? Разве это дает Шексалу право ломать ее жизнь и использовать как лабораторный образец? В своей сути Хуа и Отто сейчас просто убивают невинную девчонку. Хуа, конечно, парирует это тем, что жертвы неизбежны в войне с Ханкаем. Но, к сожалению для самой старосты, она пока не знает всего плана Отто. Против двух агентов Шексала высшего класса у Химико с Теслой было мало шансов, так что они ожидаемо терпят поражение. Однако, когда второй агент уже собирается их добить, Хуа вступается за проигравших. Следуя своим личным моральным принципам, она запрещает причинять им физический вред. Как итог, Химико и Теслу просто запирают в тюремном блоке Шексала. В то же самое время Тереза по связи беседует с Мэй. Бомба деактивирована, так что Мэй наконец может использовать силу Хершера. Но прежде чем броситься в бой, она искренне благодарит Терезу за все случившееся. За те 2 года, проведенные во Фрейе. Ведь именно она позволила ей, Киане и Брони поступить в академию и пожить этой спокойной, нормальной жизнью. Для Мэй Тереза навсегда останется любимой директрисой. Защитный барьер начинает видоизменяться, но на палубе корабля все еще слишком много монстров Ханкая. Тереза и Мэй разделяются и берутся за зачистку. И во время этой изматывающей битвы все мысли Мэй только о Киане.
Девушка с теплотой вспоминает, как Киана в конце каждой миссии с ноги выламывала двери общежития, радостно возвещая о своем возвращении. Как прыгала вокруг, жалуясь на голод, а Мэй просто гладил ее по волосам, встречая дома. Она искренне любит все это в Киане. Для Мэй она не какая-то великая героиня из рода Каслана, и уж тем более не сосуд для второго Хершера. Для нее Киана нежная, добрая идиотка, которую она никогда и никому не отдаст. В конце концов, в этот отчаянный внутренний монолог вмешивается третий Хершер. Она решает помочь и добровольно дает Мэй часть своей силы, чтобы та разобралась с врагами. Ведь у Кианы перед ней все еще есть должок, и просто так умереть она и не даст. Так цели Мэй и Хершера Грома полностью совпали из-за одного единственного человека. После тяжелой победы над монстрами, Мэй возвращается на мостик корабля. そろそろテレサたちが来るのかなら実験も次のステップに進めるとしよう。防御シールドが完全に解除されました。ハイペリオンは間もなく実験室の上空に到着します。おかしいわ。守備が薄くなってる。わざとそうしているみたいに。何が起こっているの？強烈な波動が感知されました。メイ！メイ先輩。メイ先輩。キアナちゃん、無事なの？私は大丈夫だよ。無事だし、生まれ変わったみたいなの。キアナちゃん、嬉しいな。目を覚ました時にあなたがそばにいてくれるなんて。さあ、今もう一度私と一つになりましょう。コンケストジェム。遅かったか。すでに崩壊に支配されている。今のあいつは危ないぞ。いいえ、危ないからこそほっとくわけにはいかないの。いいだろう。敵が律者ならこっちも律者の力で解決をしよう。がっかりさせるなよ。キアナちゃん、あなたはずっと私のそばにいてくれた。私もあなたを一人にはしない。目を覚ましあれは
存在そのものが間違っている。戦争、欺き、嫉妬、貪欲、人類のせいで私は全てを失った。でも今日私は全てを飲み込む。私が崩壊なのだ。